Все, что есть в нашем мире, в нашей личной реальности, все дело рук нас самих. Так что берите себя и свою жизнь в охапку, слушайте себя, слышьте себя, начните работать над собой. И кто знает, может уже завтра или через месяц вся ваша жизнь изменится. 30 дней на мечту. Алена, а когда ты пришла со своим запросом, если честно, я так даже немножко задумалась, потому что 30 дней, да, у проекта есть определенное время, и твой запрос, понятно, что это невыполнимо, да, даже с точки зрения физиологической. Ну а потом я подумала, почему бы и да, потому что 30 дней, как мне кажется, более чем достаточно для того, чтобы заложить вот этот вот фундамент, начало, да, реализации твоего запроса, твоего желания. И мне показалось, что за эти 30 дней ты можешь пройти такой трансформационную зону турбулентности и дальше вот как раз заполучить то, с чем ты пришла. С чем ты пришла? Ну, мой запрос состоит в том, что я хотела проработать себя, проработать, скажем так, свои установки психологические, скорее всего, в голове, и забеременеть и родить ребенка, потому что в прошлом были неудачи. Ты обращалась к врачам, и что они тебе говорили? Почему происходило так 2 раза, да, по-моему, как вот происходило? Что сказали врачи? Первый раз, когда все случается, естественно, любой врач скажет, такое бывает, не обращай внимания, такое, естественно, отбор никто не отменял, да, возможно, какие-то там нездоровые, нежизнеспособный ребенок. Второй раз врач сказал, что нужно уже насторожиться, нужно, возможно, как-то проверить генетически, возможно, там что-то не так. Но все оказалось так, все нормально. Ну и дальше уже, конечно, обследование мужа, обследование меня. И в целом все нормально. В целом единственная проблема – это густая кровь, но это тоже достаточно сомнительно, потому что очень многие беременеют и рожают, и даже не знают, что у них там какие-то с кровью неполадки. То есть на тот момент, когда я только пришла, мне казалось, что действительно возможно проблемы со здоровьем, и надо что-то подлечить, грубо говоря, в теле, и все будет хорошо. Но после того, как год я проходила к врачам, сдавала какие-то немыслимые анализы, и то, и сё. И просто я поняла, что тут, наверное, дело уже не в каких-то физических проблемах, дело, скорее всего, уже просто в каких-то блоках в голове. Возможно, что-то не дает. Когда первый раз ты узнала, что беременность замерла, о чем ты подумала? Мы разговаривали об этом, если я не ошибаюсь, с Евгенией. Это как раз было, скажем так, первое... Нет, не первое. В общем, не помню, но мы с ней обсуждали это, что моя мысль в голове тогда промелькнула, что хорошо, что я никому не рассказала об этом, потому что это было бы просто ужасно рассказать, что у меня ничего не получилось, и... А почему ты такой ярлык на себя повесила, что у тебя ничего не получилось? Почему ты на себя эту вину решила взять? В ходе работы с экспертами мы все выяснили. Естественно, как, наверное, большинство наших проблем, большинство наших каких-то установок из детства. Это, по-моему, мы с Екатериной, когда у нас был сеанс регрессии, мы с ней нашли вот тот момент, тот, скажем так, первый случай, который я помню, когда я поняла, что, из-за того, что что-то я делаю не так, что-то у меня не получается, это вызывает какое-то, в общем, что когда что-то не получается, лучше либо молчать, либо не признаваться до конца, потому что, родители не поддержат, точнее, даже не родители, а мама.
не поддержит, ну, как бы плохо как-то отреагирует негативно, что в конечном итоге, ну, как бы мне же хуже. Скорее всего, как бы именно тогда я сделала вывод, что, ну, как бы, чтобы маму не обижать, нужно как бы всегда либо все делать хорошо, либо не признаваться маме. Ну, тебе 32 Да. года, и ты сама хочешь уже стать мамой, да? То есть у тебя до сих пор вот это, как бы есть вот эта, знаешь, связка, да, угодить маме, чтобы быть хорошей девочкой, чтобы там хвалили. Вот до сих пор хочется угодить. Ты знаешь, даже, наверное, больше не столько угодить, сколько всегда нужно как-то быть перед мамой каким-то таким примером, как ты правильно сказала, хорошей девочки, да, там отличницы и все такое прочее, что во всем всегда все хорошо, и впереди планеты всей. Маму прорабатывала с кем-то из экспертов? В беседе, там, скажем, в работе с любым из экспертов, так или иначе мы приходили к маме, это вполне объяснимо. Только, по-моему, с Оксаной, с нашим психологом, мы как бы еще также затронули и папу аспект, но, в принципе, мама – это, да, основа. Алена. И Алена пришла на проект с тем, что у нее были проблемы с вынашиванием беременности. Когда я с ней увиделась первый раз, ну, поскольку я же системный расстановщик, я знаю, что женщина, когда, неважно, замершая это беременность, аборт это или невыношенные дети, то, конечно, мы проживаем все те же самые стадии горя и потери, которые, ну, мы проживаем. И поэтому, когда пришла Алена, то первое, что я с ней сделала, и то, с чем мы работали, ну, я посмотрела, что она к этому готова на самом деле была. У нее были на это ресурсы, И, в общем-то, у нее была, как сказать, ей хотелось бы, да, забеременеть и выносить малыша. Но из системных расстановок, ну, вот, и пока мы не проживаем что-то, мы не можем двигаться дальше. Поэтому первое, что я с ней сделала, это мы делали системную расстановку. И я, в общем-то, поставила ей всех тех малышей, которых она потеряла. Да, это была непростая работа. Но опять же таки повторюсь, что Алена была к ней готова, и мы это сделали. Поработали. Зачем это надо было сделать? Чтобы она посмотрела, увидела это, чтобы она соединилась с этими чувствами, потому что когда мы не соединяемся с чувствами, мы не имеем возможности их отпустить, мы их отщепляем. Если мы что-то отщепляем, то это находится в нашем поле и никуда не девается. Это застревает в нашем теле, и тогда, ну, как бы, много было претензий по отношению к своему телу, да, что там. То есть это все неосознанно, понятное дело, да, что вот какая-то у меня ужасная матка, что, то есть мое тело предатель, мое тело не может сделать то, что я хочу, мое тело не может выносить ребенка, ну да, мое тело меня предает. Такая, в общем, на самом деле травма для женщины, и мы с этим работали. Я была бережная, я так считаю. После этого у нее случился процесс, которого она испугалась. То есть у нее начались там женские некоторые ситуации, но по сути это отреагировало именно тело, потому что все-таки, когда я работаю с человеком, я понимаю, что человек – это психофизиологическая единица, которая включает в себя чувства, душу, тело и, соответственно, разум и логику. Невозможно расщеплять эти вещи, да, и если мы не соединяемся с чувствами, как это было у Алены, да, то, соответственно, тело берет на себя эту ситуацию, зажимается, блок стоит какой-то. Поэтому вот первая наша работа это была именно про то, чтобы посмотреть и разрешить себе горевать по этим беременностям, которые не случились. А дальше мы работали с Аленой на тему того, что при всем при том, что как бы она говорит, у меня хорошие отношения с мужем, но близости там было мало. Там была обида, там была недосказанность, одиночество.
И мы касались этой темы тоже. Это непростые вещи. Я надеюсь, что она потихоньку будет с этим разбираться, углубляться в это. Когда мы стали работать с ее мужем, соответственно, и вот с этой холодностью его, с отсутствием близости, то мы тоже делали системную расстановку, и нам как бы поле повело, ну и я так это увидела, что на отношения с мужем накладывается проекция взаимоотношений с отцом. И поэтому нам пришлось, или мне пришлось, ну, в общем, я ее повела, по крайней мере, туда, это проработать, немного коснуться темы отношения с папой. Это тоже была непростая для Алены, болезненная такая ситуация, но она молодец, она во все в это пошла, она на это решилась. И когда мы поработали с папой, то там случилось такое, как бы, ну вот, раз, и человек стал мягче. Вот она сама как будто бы стала мягче. И, конечно, отношения с мужем, когда мы убираем что-то, вот чужие проекции с наших близких, то становится легче именно в партнерстве. И, конечно, муж тогда, ну, она смогла тогда, разрешила себе начать чувствовать близость с мужчиной, со своим мужем. И завершающая сессия наша была направлена, опять же таки, на ресурс, на восстановление ресурсности ее. И я предложила ей практику при помощи метафорических ассоциативных карт. Это инструмент, это не гадательный инструмент, это инструмент в работе психолога. И при помощи метафорических ассоциативных карт мы сделали с ней такую интересную технику, да, куда я иду, в чем суть моих перемен, какой есть ресурс. И любопытно, что карты она загадывала сама, то есть это был случайный выбор, но вот путь ее был именно к близости с мужем и к, в общем-то, удачному зачатию и вынашиванию ребенка. Там уж как у нее это дальше развернется в жизни, я не знаю, но со своей стороны все, что я могла, я сделала. С Аленой у нас были очень интересные встречи. И самая первая, наверное, была немножко напряженная. Алена не могла расслабиться, она прям была такая зажатая. Она вроде хотела помощи, она хотела попросить, но что-то внутри ей не давало. Она озвучила свой запрос о том, что вот у нее не получается забеременеть, уже были неудачные такие вот моменты. И ну вот как-то это был все-таки поверхностный, это был какой-то поверхностный такой запрос, что-то сидело внутри, но то ли она сама не понимала, что это, то ли она не хотела это озвучивать. И мне, как эксперту, сначала понадобилось ее немножко раскрепостить, ее расслабить, ее вот в такую немножко текучесть какую-то ее привести для того, чтобы мы смогли уже начать работу. И наша первая встреча, это была больше такое знакомство, где мы озвучили, что я жду, да, где точка А, примерно мы нарисовали точку Б, и дала ей практики именно на расслабление, на любовь к себе, на проявление. Еще мы выявили такой момент, что Алена работала на работе, связанной с онкологией, то есть в таком центре, где очень тяжелая энергетика. И она каждый раз приносила оттуда прям огромный скоп вот этих проблем чужих. И нам нужно было поработать над тем, чтобы она оставляла эти проблемы на работе. И, конечно, у меня была такая рекомендация, одна из рекомендаций, поменять работу, посмотреть в сторону, чтобы сменить работу, потому что это очень тяжелое такое вот место, люди, когда болеют онкологией, да, то есть это место смерти все-таки. А она пытается дать жизнь, новую жизнь ребенку. И это такие взаимонесвязуемые вещи, которые, конечно, нужно было убрать. Ко второй встрече Алена была уже более расслабленная, она уже кое-что проработала. Единственное, сразу сказала, что одно из заданий было у меня начать танцевать. Говорит, танцевать я не могу. У нее не получилось. То есть насколько это женская такая энергия, да, насколько мы вот вроде такие вот все, наоборот, да, вроде созданы для красивых танцев, для проявления. У нее не получилось. Она говорит, я не могу. Я, говорит, у меня даже если есть время, я, говорит, как-то вот... То есть настолько скованность вот в ней была.
Тогда я дала ей немножко проще задание, просто начать вилять бедрами, да, там, чистить зубы разными руками и при этом пританцовывать. Говорю, вот прям вот пытайся везде, везде, везде уходить в эту легкость, плавность такую вот и именно раскрепощаться. На второй нашей встрече мы это проговорили, и она ушла как бы тоже там работать и с другими запросами, и плюс как раз со скрепощенностью. В третью уже встречу ее было не узнать, человек уже улыбался, она наконец-то выспалась, она прописала свои желания, она увидела, что помимо ее основного запроса у нее есть очень много желаний, которые она никак не может реализовать. Она призналась, что она уже может немного и потанцевать. Да, то есть она не сидела вот так. Вот обычно, как на встрече, она прям уже начала даже жестикулировать, что было просто огромным прогрессом, я считаю, в наших таких вот, в нашей работе. Поэтому здесь уже она проявилась, и мы пошли глубже. И уже на третьей встрече у нас сложились более теплые, такие глубокие отношения, в которых она смогла раскрыться и уже рассказать, что проблема тут, наверное, даже не только в том, что она хочет детей, а проблема у них есть и с мужем. У них проблемы взаимоотношений, она чувствует себя где-то одиноко, где-то недостаточно женственной, где-то, что ей не хватает поддержки и внимания. Она до сих пор не проговорила, не выговорила ту боль своих выкидышей еще с мужем. И ей этого очень-очень хотелось. То есть когда мы копнули вот в это, то есть там были и слезы, и именно вот это было, вот, наверное, истинный запрос, то есть того, с чем она пришла, чтобы именно вот отдать эту боль, проговорить, чтобы с мужем именно у них наладились эти отношения. А здесь мы, наверное, и посмотрели в то, что, возможно, эти дети не смогли до конца прийти, не только потому, что где-то не хватило женственной, да, мудрости, плавности, спокойствия, но и они как бы подсветили, что есть еще непроработанные моменты в их отношениях. И сейчас, да, мы уже на 4-ю неделю вышли к тому, что Алена пошла работать именно с мужем. И говорить с ним именно из позиции не «ты не выслушал меня, ты не сделал, я хотела, а именно с позиции «я хотела бы, чтобы ты мне помог». Я хотела бы, чтобы ты сейчас меня выслушал. Я хотела бы, чтобы мы, то есть из позиции «я» и «мы», чтобы не обижать мужа, чтобы муж не чувствовал себя той жертвой этих обстоятельств или виноватым в том, что это что-то произошло из-за него. И я жду очень встречи нашей еще одной, да, то есть как у них прошла эта встреча, и это то, что вот именно ей было нужно. Для меня еще огромным было таким вот, наверное, прорывом, когда Алена сказала, что она уже подыскала практически работу, то есть она прям решилась уйти, она чувствует, что это ей нужно, это то, что ей надо, и это ее следующий шаг. И мы прям составили еще план с ней еще на месяц, да, когда она может пойти дальше, куда ей еще нужно посмотреть, что ей нужно еще сделать. Я считаю, что мы поработали очень хорошо, и вот эта вот расслабленность, плавность, которая у нее появилась, возможность проработать эти отношения с мужем, я думаю, даст ей огромный толчок и в их отношениях, и в ее карьере, и, конечно же, на такие уже более высокие вибрации счастья и благополучия их семьи к ним придет здоровый ребенок. Алена, молодая девушка с проблемой, она не может выносить ребенка. У нее уже 2 раза были выкидыши. Врачи никак не могут помочь, лечение никак не помогает. Соответственно, она хотела бы узнать, в чем причина, что она не может выносить ребеночка. У нас было с ней 2 встречи. Первая – это диагностика, на которой, собственно, она рассказывала про себя, в чем проблема, и вторая уже сеанс. Сеанс длился 3 часа, и Алена увидела первое в детстве, как ей было 5 лет, в детском садике она показывает маме рисунок мальчика, а мама думала, что должна быть девочка. И, в общем, для нас это банально, но
для маленького ребенка это очень сильно повлияло, когда мама кричала на нее. Она тогда, Алена, подумала, что зачем рожать детей, если так их не любить. И я не хочу рожать ребенка, чтобы он страдал. Это первое ее было решение в детстве, которое она приняла, что она не хочет, чтобы ее ребенок также мучился. Но регрессия – это не только про детство, это 99% это причина в прошлых жизнях. Поэтому мы пошли с ней дальше. Ей открылось около 3 жизней, где по цепочке каждая жизнь имела продолжение следующей. Но самая, на мой взгляд, самая такая яркая, самая запоминающаяся, это было, что она увидела, она была мужчиной, и она убила свою беременную жену. Это мужчина был очень злым, очень жестоким, и он убил свою беременную жену. Вот. Потом, когда мы с ней пошли в мир душ, после того, как человек умирает, он попадает в мир душ, где нету какого-то Бога, который судит нас, плохо или хорошо мы жили, мы сами себе судьи. И в тот момент душа Алены решила для себя, что она поняла, какие она страдания причинила этой женщине, и она решила, что она должна испытать все то, что испытала эта женщина, и у нее никогда не будет детей. Это ее было решение. У меня никогда не будет детей, потому что я тогда совершила очень плохой поступок. Более того, мы встречались в мире душ с детьми, с первым ребенком, у которого был выкидыш, и она с ней поговорила, рассказала всю боль, почему так получилось. Вот. И со вторым ребеночком, с душой второго ребенка мы тоже пообщались. Вот. Но первый ребенок, кстати, это был тот ребенок, которого она убила у своей беременной жены. Поэтому это так вкратце, да, 3-часовую сессию я рассказала, но самые важные моменты это детство и прошлая жизнь, где она убила свою беременную жену. И в этой жизни она сама решила, что она испытает ту же самую боль она испытает. Все. Я очень довольна результатом, и Алена тоже. Очень сложно объяснить в 5 минутах весь сеанс, да, 3 часа, но каждая жизнь ей показала, почему это все привело вот к такому результату, который она сейчас имеет. И следующий человечек, про которого поговорить, да, то есть это Алена. У Алены цель была, звучала примерно таким образом, что хочет стать полноценной мамой для того, чтобы забеременеть, выносить и родить ребенка. Цель сама социальная, конечно, хорошая, но первая корректировка была про то, что вообще дети, да, это производные 2 начал, мужчины и женщины. Соответственно, да, то есть нужно уметь нормально, гармонично выстраивать отношения и не чувствовать себя виноватой за то, что если она там станет мамой, то она на какой-то период времени попадет в зависимость, то есть на иждивение своему мужу. Вот. И на что был сделан акцент, не на то, чтобы она в срочном порядке сейчас забеременела, а на то, чтобы она гармонично могла выстраивать взаимоотношения со своим супругом и не чувствовала себя виноватой за то, какая она есть. То есть там критерий, на что у нас упал, да, то есть, если по нижним центрам мы говорим, то это страх, боль и безопасность. То, соответственно, да, то есть при всем своем желании и красе там иметь там детей, да, то есть она не могла себе это позволить, потому что в отношениях себя не чувствовала в полной безопасности, то есть это тотально принятый, понятый и признанный. Из-за этого она блокировала там себе энергетический потенциал, блокировала энергетический потенциал супругу. И, конечно, там такой вопрос надо в паре решать. То есть с супругом поработать не получилось, но получилось сформировать ей точку мировоззрения о мироустройстве семьи, где, кто, как и каким способом занимает место. Скажем так, мужчина с женщиной сами по себе равноправны, просто у них разные функции.
И если, скажем так, люди начинают выполнять не свои функции, ну, начинается жопа. Ну и, соответственно, чтобы этого не происходило, нужно понимать, где я могу поддержать партнера, а где мне не нужно лезть, и понимать, куда не нужно лезть. И понимание, какое место отношений человек занимает в иерархии семьи, то, в принципе, конфликты решаемые. И тогда, как говорится, зеленый цвет на беременность и на детей. И когда второй раз повторилась эта ситуация, какая первая мысль у тебя? Ты обрадовалась или у тебя опять страх какой-то возник, что вдруг повторится? Первый раз со мной это случилось где-то примерно недель 8. Когда я узнала, что беременна второй раз, я помню, что я эти 8 недель, я вот прям просто сидела и ждала эти 8 недель. То есть это было для меня каким-то таким рубежом. Я думала, что если я перешагну через него, то все как бы дальше будет нормально. Но получилось так, что снова ненормально. И, конечно, ну, как сказать, каждая беременная женщина, наверное, ждет эти там заветные полосочки, да, беременность. И, наверное, как-то вот с радостью это все воспринимает, что вот наконец-то случилось. То есть я думаю, что это точно не про меня. Я теперь буду просто до последнего настороже находиться. А как муж, какая реакция у мужа была, вот когда это все? Это же на самом деле тяжело. Это, не знаю, горе, трагедия, да, особенно одно дело, когда там девочки залетают, да, я уже своими словами, и пьют всякие гадости, чтобы наоборот, да, избавиться. А другое дело, когда ты этого хочешь, ты этого ждешь, и вас эти ситуации, они сплотили или как? Вот что было в отношениях с мужем? Но у меня муж сам по себе такой достаточно замкнутый человек. То есть у него внутри может какие-то там бушевать бури, ураганы, но он никогда не признается и никогда не покажет внешне, что что-то не так. И поэтому, опять же, с Евгением мы это тоже обсуждали, что вот конкретно какого-то там разговора, вот как нам тяжело, и что мы что-то такое преодолели, у нас не было. То есть мы как-то каждый сам по себе это все переварил, как-то мы несколько раз у нас был какой-то такой мимолетный разговор на тему того, что произошло, но вот именно так вот, прям вот такого серьезного разговора у нас не было. Я знаю, что он переживал, и я знаю, что ему тоже это нелегко далось, но... Ты сама прогревала это, или ты тоже засунула в себя и вот хранишь это? Я, наверное, не знаю, что такое прогревать правильно, потому что я не обращалась ни к каким-то специалистам, ни к психологам. Ну, то есть, да, естественно, там были какие-то моменты, когда ты просто там сидишь, плачешь, и что-то там такое у тебя внутри происходит. Но именно какого-то такого вот работы психологической, глубокой нет. Владимир, я знаю, что он чуть ли не стал твоим любимчиком, несмотря на то, что он такой у нас своеобразный, такую правду матку, да, так отрезвляет, в чувство приводит. Что вы с ним делали, что прорабатывали? На самом деле Владимир, несмотря на то, что он говорит очень жестко, прям не стесняясь в выражениях, но у меня было всегда такое ощущение, что я перед ним как будто голая сижу. Он видит просто насквозь. То есть вот чтобы... Я даже ничего не говорила. Ну, то есть вообще ничего не говорила. Рассказывал он. А я просто сидела и понимала, что все, что он говорит, это все так оно и есть. По поводу практик... Но вот так, чтобы конкретно какую-то практику, мы с ним сделали только одну, потому что он сказал, что я как-то очень много на себя беру, очень много, скажем так, за кого? И за маму, и за бабушек, и за каких-то там родственников, которых я, возможно, не знаю и в других поколениях. Вот, собственно, мы с ним сделали практику возвращения, скажем так, всех их ответственностей им. Мне пусть остается мое. Вот. Тебе стало легче после этого? Что ты почувствовала?
Как бы вообще всегда после работы с Владимиром у меня было такое странное состояние. Вот как только мы выключали нашу камеру, у меня всегда было такое состояние, ну вот как знаешь, как будто мне ведро на голову одели. Ну то есть как-то вот все настолько он говорил про меня, что ну как бы это сначала очень сильно как-то бьет. А потом, когда проходит какое-то время, и ты понимаешь, что действительно все так оно и есть, и что все, что он говорил, все правильно, и все про тебя, действительно происходит вот в теле какие-то изменения. То есть вот иногда я очень часто замечала, что у меня вот как-то затекает рука, то есть мне всегда хотелось вот как-то вот провернуть там плечо. И он это, кстати, заметил сразу же на самой первой консультации. И я стала замечать, что стало мне намного легче. Ну, то есть он сказал, конечно, что лучше поработать конкретно с каким-то телесным терапевтом, ну, наверное, как-то лично, да, там мы с ним, ну, я попросила у него контакты, он не оставил контакты. Ну, то есть я чувствую, что то, что он делает, и то, что он говорит, это действительно работает. И работает не то, что там как-то в каких-то отдаленном времени, а вот прямо здесь и сейчас. Но не все, да, радужно встречи проходили со всеми экспертами. Например, с Оксаной были очень тяжелые встречи. Очень. И после первой, да, по-моему, или второй у тебя даже кровь из носа пошла. Да. Что вы делали? Расстановки? Если я не путаю, то в первую нашу встречу мы с ней как раз опять же вспоминали все, что было, все, что я тогда чувствовала, разговаривали с маткой, то есть как бы вспоминали и обдумывали, что что-то все равно есть позитивное в каждом моменте, в каждом событии есть какое-то хорошее намерение. То есть, ну, как бы тело не делает ничего просто так. И как раз это мы с ней прорабатывали, и было очень тяжело. Я помню, что после сеанса как раз вот этого самого первого, я даже писала об этом Оксане, наверное, неделю или чуть больше я просто чувствовала, что у меня в животе что-то есть, что что-то там происходят, какие-то процессы. Ну и да, после, конечно, сеанса и плакала я много, и кровь у меня из носа пошла, и вообще было состояние очень такое, знаешь, когда после тяжелой тренировки в спортзале ты прям чувствуешь все мышцы, а здесь ты прям чувствуешь все свое тело. Во время регрессии куда вы ушли с Екатериной? Начали мы с простого, с детства, как раз о том, о чем я говорила, о той ситуации первой, которую я помню, когда я, так скажем, не оправдала мамины ожидания. Потом как-то потихоньку она меня начала проталкивать все ниже и ниже, глубже, глубже. Мы с ней посмотрели, по-моему, 3 или 4, я не помню точно, сколько воплощений, да. Ты нашла ответ, за которым ты шла в регрессию? Я даже, наверное, нашла ответ, который я, собственно, и не просила. То есть, как бы в ходе этих этой регрессии, так скажем, ко мне пришел ответ на тот вопрос, который я даже не озвучивала Екатерине, и на тот вопрос, который, в принципе, я даже не хотела прорабатывать на этой программе «30 дней на мечту». То есть, как бы он просто пришел. Сколько я себя помню, у меня всегда было какое-то такое чувство странное внутри, что вроде бы как бы я симпатичная девушка, там, да, женщина, но при всем при этом я всегда как-то опасалась быть какой-то симпатичной и опасалась, что как бы какое-то внимание мне уделяют. Ну, то есть вроде бы как с одной стороны приятно, а с другой стороны как-то боязно. Ну, то есть и я это всегда чувствовала. И когда мы с Екатериной прорабатывали, когда мы с ней опускались все глубже и глубже, мы нашли причину, потому что, оказывается, в каком-то из своих воплощений мне досталось, грубо говоря, за то, что я была такая. Ален, а твой ребенок, он какой? Вот какого ребенка ты себе представляешь? Ты мальчик, девочка? Какой он? Ну, вообще, я уже давно себе его представляю, и это мальчик.
И самое интересное, что все вокруг меня утверждают, что это будет девочка, и только я одна настаиваю на том, что это будет мальчик. Ты знаешь, мне кажется, я его даже себе представляю. Просто пока почему-то он не пришел. Ну, целый месяц ты работала над собой с разными экспертами. Что-то в теле, может быть, в голове, что-то поменялось? Есть какие-то изменения? По поводу головы мне сказать на данный момент трудно, потому что я до сих пор ощущаю, что что-то происходит. Ну, то есть процесс запущен, и он еще пока не остановился. В теле я могу сказать, что намного ощущаю какие-то изменения сильные, которые произошли. И самое интересное, это было как раз после сеанса с Екатериной, когда перед тем, как тебя она погружает в регрессию, наверное, с тобой это тоже было, она задает вопрос, как ты поймешь, что все получилось, что как бы то, ради чего ты пришла, что как бы ты это и получила. И я ей сказала, что я думаю, что у меня все получится, если я вернусь, и у меня расслабится живот, потому что всю программу, все эти 30 дней я просто сходила с ума, если честно. И действительно так, как только Екатерина меня вернула, я прям почувствовала, что все, да, все прошло удачно. Я поняла это прям сразу же. Алене я бы, наверное, дала напутствие не бояться просить помощи. То есть она привыкла немножко все сама, то есть она где-то и кредит сама, там и работу она пошла на такую вот, главное, чтобы хорошо платили, да, то есть она вот вместо того, чтобы просить помощи, она пытается все взять на себя. И здесь вот, наверное, такое вот напутствие, что не нужно бояться просить помощи. И для женщины это наоборот, наверное, проявление некой такой небольшой слабости, такой легкости. И, возможно, муж даже ждет от нее, чтобы она была такой вот, да, чтобы она пошла в это. И здесь, опять же, это же проявление, с одной стороны, и силы, когда ты можешь проявить свою слабость, когда ты можешь попросить помощи. Потому что помогать не так тяжело, наверное, тяжелее тому, кто просит этой помощи. Больше подготовиться к вынашиванию беременности, потому что она на сегодняшний момент все равно еще такая маленькая девочка, которая нуждается в любви, в принятии, в заботе. И ей прежде всего необходимо научиться это получать, научить заботиться о себе, принимать эту заботу о себе. Потому что когда она станет беременной, да, то беременная женщина – это очень уязвимое состояние. Это очень красивое, с одной стороны, состояние, с другой стороны, это очень уязвимое состояние. И это состояние, которое требует от нас максимального количества ресурсов, и нашего собственного, и, конечно, поддержки со стороны близких. Поэтому я бы ей рекомендовала все-таки двигаться в направлении соединения еще большего со своим телом, потому что она не слишком с ним в ладу, не слишком с ним дружит. И я бы ей рекомендовала все-таки работать над своей взрослостью, потому что на сегодняшний момент она пока еще находится все-таки в такой достаточно детской позиции. Ей надо простраивать этого внутреннего взрослого, соединяться с телом, работать над телом, да? Потому что, еще раз повторюсь, да, вынашивание беременности, роды и дальше, когда у тебя уже появляется малыш, это, в общем, требует от любой женщины колоссальную нагрузку. Это колоссальная нагрузка, и с ней надо справиться. Вот у нее есть риск, как я вижу, да, после родовой депрессии. То есть я не сомневаюсь в том, что у нее получится забеременеть. Она здорова, и как бы мы с этим работали. Ну, в общем. Но вот риск после родовой депрессии, и вот иногда же ведь наше тело нас защищает, потому что оно знает последствия. Вот это может быть для нее болезненным процессом. Я бы ей рекомендовала готовиться, вот прямо готовиться к этому, к тому, что на самом деле после родов может быть тяжело. Беременность – это не все. Самое интересное и самое вкусное, и самое сложное, наверное, да, оно начинается после родов. А вот к этому она на самом деле не готова пока еще. Какие бы я хотела рекомендации дать, да, Алене?
Я точно знаю, что твоя жизнь изменится с этого момента. Ты должна помнить, что тебе порекомендовали твои наставники. Наставники тебе порекомендовали, ты помнишь, да, по поводу работы подумать, потому что эта работа не очень тебе подходит. Поэтому думай, что делать дальше. Тебе все показали, даже показали того ребеночка, да, который у тебя будет, и я знаю, что он у тебя будет 100%. Если тебе нужна какая-то помощь, обращайся к специалисту, который ты считаешь тебе помог, или сама ищи какие-то варианты. Но ты молодец, я очень ценю таких людей, которые, когда у них есть какая-то проблема, они начинают ее решать. Они не ждут, когда планеты станут, они не ждут какого-то предсказания, они идут и решают любыми способами. И ты молодец, что ты доверилась регрессологу, да, потому что это не каждый решится на это, посмотреть правде в глаза. Мы все почему-то думаем, что мы все такие белые, пушистые. Я помню, когда на диагностике ты сказала, что я же такая хорошая, но почему мне так не везет? Но я же такая добрая. Это не важно, что мы думаем, хорошие мы или плохие, это не важно. Есть всегда причина того, что с нами происходит. И поэтому я очень горжусь тобой, потому что за один сеанс ты очень много посмотрела, и я точно уверена, что ты переосмыслила многое, что в жизни. И главное покаяние. Главное было покаяние. Покаяние – это ключ ко всему. Покаяние – это мы прощаем себя. Это самое важное. Поэтому ты молодец, и все у тебя будет хорошо. На что ей рекомендую работать? Ну, это дальше продолжать гармонизировать мужское и женское начало. Стараться больше верить в своего мужчину, в то, что он способен, имеет все возможности и ресурсы на то, чтобы содержать свою семью. И что для мужчины забота о женщине – это не есть тяжкое бремя, а есть возможность проявить все самое лучшее в себе по отношению к своей супруге. Ну, то же самое и наоборот. Да? То есть женщина может познать, какая она женщина, только будучи находясь в отношениях. А чтобы находиться в отношениях и познать, какая это женщина, нужно уметь доверять. А чтобы доверять, да, то есть нужно и договариваться, быть честными и делать какие-то действия. Вот, в принципе, по поводу, скажем так, беременеет она или не забеременеет, это время покажет. Но, в принципе, есть там и над чем работать, и есть пласт, которые проработали. Ну и, конечно, работали и по мере того, как было свободное время у меня и у девчонок, ну и по мере их заинтересованности в реализации поставленной ими же своей целях. Что ты вынесешь из этого эксперимента? Ну, в основном, конечно же, те практики, которые мне давали эксперты, это не на 30-дневный, так скажем, период, да, это на всю жизнь, возможно, даже. То есть есть такие практики, которые действительно я возьму с собой, наверное, до конца. Ну и, конечно, я запомнила нашу последнюю встречу с Оксаной. Она у нас прошла тоже каким-то таким волшебным образом. То есть, я как бы не ожидала даже, что все так закончится. Оксана мне сказала, что мне очень важно любить себя, свое тело, вот именно как бы благодарить его каждый раз. И, конечно, я понимаю, что, наверное, так и нужно делать, но в ходе работы с ней я просто поняла, что действительно вот именно этого мне, наверное, не хватало вообще всегда. Ты продолжишь работу над собой? Конечно. Ну и последнее. Если в течение года твое чудо, мальчик, сыночек, появится, ты покажешь нам его, мы будем считать, что мы к этому причастны. Ну, если вы хотите, конечно. Тогда спасибо, что Спасибо. пришла и поделилась своей историей. Спасибо. Всем пока.